Всем привет! В этом видео я хотел бы показать вам одну партию, которая недавно меня впечатлила. Вообще я регулярно смотрю турниры, которые сейчас проходят. Стараюсь не отставать от актуальных каких-то новых идей, интересных партий, дебютных баталий. И помимо этого, мой интерес, конечно, в том, чтобы собрать свои какие-то партии, да, подборки, которые мне нравятся, такую коллекцию интересных партий, которые мне нравятся. И кроме этого, в одном из интервью Магнус Карлсон, наверное, вы видели, может быть, если кто интересовался, такой интересный челлендж устраивал для него его товарищ или тренер. Он давал ему какую-то позицию из партии и спрашивал у него, что это за позиция, из какого турнира, из какой партии, кто играл, чем она закончилась. И Магнус, он очень много партий так угадал. И этот его друг, он сказал, что Магнус помнит приблизительно 10 тысяч классических партий. Вот я стараюсь собрать эти партии по крупинкам. Я не встречал нигде базу готовую с этими партиями классическими. Вообще это само понятие классической партии довольно спорное, сложно дать такое определение. Для меня это партия, в которой плотность смысла на ход, она очень большая. То есть показаны очень много интересных идей, в отличие, скажем, от партий, может быть, начинающих. Там тоже есть идеи, но плотность смыслов там не такая высокая. Вот в партиях сильных гроссмейстеров, исторических таких каких-то сражениях, да, важных, там, скажем, от которых решался чемпионский титул или победа в каком-то турнире, в них очень много смысла, очень много борьбы, интересных идей. Вот. Я стараюсь такие партии собирать, и предыстория вот именно этой партии, которую я вам хочу показать, мне эта партия очень понравилась, она меня очень впечатлила. Предыстория такая, что мы готовились с моим учеником на чемпионате России к очередному противнику и выяснили, что его противник всегда играет белыми один и тот же дебют. Это дебют старандийское начало или старандийская атака. Это когда белые просто как бы не обращают внимания практически на то, что делают черные, а они расставляют такую расстановку, как обычно делают черные в старандийской защите. И у белых это получается, наверное, лучше идеи реализовать старандийской защиты, потому что у них дополнительный темп, они начинают партию. Вот. И я удивился, что этот мальчик, который играет постоянно за белых, этот дебют, он набирает очень большое количество очков. То есть они с тренером или он сам решили дебютный вопрос вот таким вот простым образом. Он хорошо ориентируется в этих позициях типичных, хорошо их разыгрывает и набирает просто какое-то космическое количество очков белыми. Давайте мы посмотрим эту партию. Почему я заинтересовался этой партией, вообще как я ее нашел? Мне такое решение дебютного вопроса понравилось, потому что оно не требует, может быть, таких сверхусилий каких-то. И я решил изучить, что же это за такой дебют, старандийское начало, старандийская атака. И когда я включаю какой-то дебют в свой репертуар или ученикам какой-то дебют даю, я обычно стараюсь посмотреть как можно больше классических идей, типичных стратегических, может быть, приемов, которые свойственны этому дебюту, которые в этом дебюте применяются. Порядки ходов. Вот. В основном это можно увидеть по каким-то известным партиям прошлого. Может быть, у специалистов посмотреть, те, кто регулярно, часто применял этот дебют. И таким образом я нашел вот эту партию. Одну партию, наверное, многие знают. Это Фишер-Мягмясурен, которая очень красиво закончилась матом в старандийском начале. Но вот эту партию я никогда не видел. Кстати, вот возвращаясь к этой теме о классических партиях, есть партии, которые кочуют из одного сборника в другой, да, из одной книги в другую. Скажем, там известная партия в сицилианской защите Фишер-Петросян.
вот, где Фишер там, ну, прям учебно как-то выиграл, очень интересно, стратегически, красиво. Эту партию можно увидеть в очень большом количестве учебников. Я думаю, вы тоже знаете такие партии, ну, там, не знаю, Стейниц, Барделебен, да, или Вечно Зеленая партия, да, Андерсон Кизерицкий, Андерсон Дюфрень, две эти партии. Они кочуют из учебника в учебник. Но вот эту партию я не видел нигде, ни в одной книге. Может, я книги не читал, те, в которых она опубликована, не знаю. Мне она очень понравилась, давайте мы ее посмотрим. Значит, начало здесь, ну, вот такое, скажем, не очень принципиальное, не очень агрессивное со стороны белых. Белые просто расставляют определенную расстановку, да. Староиндийская защита за белых. G3, слон G2. Вот, единственное, надо отметить, что обычно в такой же ситуации, когда белые играют против староиндийской защиты, они ставят все-таки пешку куда-то более так агрессивно, больше стараются захватить пространство. Здесь у черных пешка стоит на Е6. Вот, ладья Е1. Сейчас мы увидим, зачем был сделан этот ход. Ну, во-первых, может быть, против Е5, да, теперь Е5 нету, потому что будет взятие, и ладья у нас открылась как раз на эту пешечку. Брать даже ферзем нельзя, потому что теперь еще и слон открывается. Вот. Ферзем брать сюда нельзя, потому что съедят ладьей, теряется ферзь. Ну, это такие вот какие-то типичные комбинации в староиндийской защите, в староиндийском начале. Дальше, после ферзь c7, белые ходят ферзь e2, и мы сейчас увидим идеи белых основные. Вот начинается все с захвата пространства. Белые захватывают пространство, они прогоняют коня, и вот эта пешка, можно сказать, она разрезает доску на две части. Одна часть – это ферзевый фланг, да, вот, и вторая часть – это королевский фланг. И мы можем заметить, что у черных в этой позиции на королевском фланге осталось не так уж и много фигур. То есть у них там пешки стоят, слон и ладья. Вот. Можно сказать, что это все фигуры, которые остались на королевском фланге. У белых, ну, мы можем увидеть значительно больше, да, фигур на королевском фланге. И мы увидим, что сейчас белые еще больше туда приведут фигуры. Вот конь пошел. Вот. H4. Черные начинают игру давления на ферзевом фланге, стараются вскрыть здесь линии, вертикали, диагонали, может быть. Вот эта диагональ очень важна, мы увидим. Вот. Белые же захватывают пространство на королевском фланге, ну, подготавливают, может быть, ход слон G5 или конь G5 в какой-то редакции, да, если уже будет защищена пешка. Конечно, не забываем про эту пешку, важно очень. Нужно поставить слона на F4, это стандартная расстановка. B4. Ну вот, слон F4. Конь, кстати, у нас, конечно, не для защиты сюда приведен. Это его перевалочный пункт. Он сейчас пойдет у нас дальше. Да? Либо на G4, либо через H2, либо через E3 пойдет на G4. Либо еще одна типичная идея будет применена в этой партии. Вы ее увидите. Очень интересно. Слон выходит на А6. Конь пошел на Е3. А4. И вот здесь белые так профилактически останавливают движение этих пешек. Почему это важно? Потому что пешка у нас собиралась двинуться дальше, даже, может быть, пожертвовать собой, да? И где-то черные завяжут борьбу на ферзевом фланге. Они вот ослабят вот эту пешку. Например, уже можно пойти конь b4, нападать на эту пешку. Вот, ну и так далее. Вот эти сдвоенные пешки, она, конечно, лишняя пешка, но это не имеет такого большого значения, да, в этой позиции. Потому что черные начали активность первыми и уже захватывают инициативу. Инициатива стоит пешки чаще всего. Вот, поэтому белые останавливают эту инициативу, укрепляют свою пешечную структуру на ферзевом фланге и продолжают. H5, H6 ослабляют. И вот теперь, если хотите, поставьте видео на паузу и попробуйте найти следующий типичный удар. Это и комбинационный, и в каком-то смысле стратегический удар в этой позиции. Ну, на самом деле у белых уже все готово для дальнейшего продвижения их атаки. И черные, вроде бы они действовали логично с одной стороны, но явно они запаздывают. Вот
они сосредоточили свои фигуры на ферзевом фланге, а на королевском фланге этих фигур у них недостаточно для защиты. Попробуйте найти, ну, и кто нашел, молодцы, это ход конь бьет d5. Это еще одна типичная идея, куда направляется у нас конь. Жертвуется. Для чего он жертвуется? Для того, чтобы открыть слона и открыть вот эти все наши фигуры. Ладьи, и даже мы увидим, что слон найдет себе работу, потому что пешки в центре теперь ослаблены. e6. И обратите внимание, белые не забирают, не возвращают себе материал. Почему? Потому что это сбавит темп атаки. И если они заберут, наверное, ладья подключится к защите где-то. Вот. Нужно действовать очень предприимчиво, очень агрессивно белым. Белый забирает на f7. Если забрать, ну, наверное, по крайней мере, белые могут дать шах и забрать коня. Но, возможно, даже белым не стоит забирать этого коня, а можно пойти, например, слон d6. С какой идеей? С идеей пойти конь g5 потом. Вот. Мы видим, что белые фигуры просто все наваливаются на черного короля. Очень тяжело тут защищаться, что-то предпринять. Потенциально слон может подключиться где-то для мата, да? Потенциально конь может подключиться. Вот, поэтому здесь уже безнадежная совершенно позиция у черных. Вот, черные ходят король h8. Могли они пойти, наверное, король f8, может быть, это было даже лучше. Но черные ходят у нас король h8. На король f8, ну, по крайней мере, наверное, можно пойти, ну, либо конь g5, либо слон g5. Наверное, конь g5. Конь g5 очень агрессивно выглядит. Конь e6 грозит. И если теперь пойти, скажем, слон бьет g5, то где-то уже ослабляется вот это поле. Можно пойти сначала слон бьет g5. Брать нельзя, потому что будет мат. Вот. А если не брать, то не совсем понятно, куда теперь идти. Куда пойти здесь за черных, потому что ферзь под ударом. Если, скажем, пойти на c8, ну, мы, наверное, заберем сюда. Может быть, мы можем даже приблизиться просто вот так, вот таким вот образом, с идеей пойти ферзь d6. Ну, видно, что сыпется позиция черных. Вот, поэтому король h8, неудивительно, что Ульман выбрал этот ход. Может быть, он не сильнейший, но вроде не так видно, что дальше будут делать белые, как они тут будут продолжать атаку. Попробуйте тоже, может быть, остановить видео и найти следующий ход. Следующий ход Васюкова совершенно замечательный. Это, кстати, если я не назвал партию, это партия Васюков-Ульман, 1962 год. Вот нигде ее не встречал. Очень интересная партия, очень красивая, с замечательным стратегическим рисунком. План был проведен очень хороший. Вот, это Евгений Васюков играл белыми. И здесь, в этой позиции, он сделал ход конь e5. Конь e5 и ударил после взятия ферзем. Жертвует ферзя. Ферзя, конечно же, брать нельзя. Почему его нельзя брать? Потому что на взятие слон f6 единственный ход, ферзь f6 единственный ход, ладья бьет e8 единственный ход и мат. Просто белые ставят мат. Благодаря, кстати, этой пешке. Поэтому на взятие черные, конечно, вынуждены здесь пойти конем или слоном. Ну, на что будет конем, я не знаю, не буду комментировать. Давайте, пусть это тоже будет задачей. Как вы думаете, что будет на ход конем? На мой взгляд, наверное, здесь разные ходы могут выигрывать. Ну вот пусть это будет такое небольшое задание. Можно даже поставить на доске, подвигать. Черные здесь пошли слон f6, ферзь e8, логичное продолжение, конь f8 и слон e5. Теперь у нас грозит ферзь бьет d8 с идеей забрать этого слона. Съели. Слон e6, вот это тоже очень красивый ход. Вот, слон бьет e5.
Забрали. Слон d6. Здесь этот ход уже единственный. Ну, давайте не будем проходить мимо такой красоты, да. Ферзь b6 это, наверное, ход единственный в этой позиции. А вот дальше, то, что сделали белые, они пошли слон d5. Ну, брать на e8 нельзя, потому что появится новый ферзь. Брать на e5 нельзя, потому что будет мат. Поэтому надо что-то делать с ладьей или со слоном. На слон b7, я думаю, слон b7 просто забрали и забрали, скажем, качество, да, ладью. Если ферзем здесь висит. То есть все у черных все висит. И вот этот слон, конечно, вообще не участвует в борьбе никак. Поэтому черные пошли ладья c8. И вот этот ход тоже, конечно, он у нас требует внимания. Что это за ход такой? Да? Почему белые ставят свободно слона под несколько ударов? Это потому, что они перекрывают защиту этого слона на f6. Вот, одновременно нападают на ладью. Ферзем брать нельзя. Ну, конем понятно, почему брать нельзя. Там связка. А вот ферзем брать нельзя, потому что мы забрали и шах, и мат следующим ходом. Очень красивый. Хоть слоном, хоть пешкой. Вот. Дальше последовало слон бьет e5. Терпеть этого слона уже вообще невозможно. Слон бьет c8 и теперь грозит мат c8. И на e5 висит. Слон d6. Защищают черные и коня, и слона. Слон бьет a6, ладья. Взяли пешку пока что. Ну, на самом деле, белые могут себе позволить в такой позиции взять пешку, потому что у черных ни одна фигура никуда не ходит. Нету фигур, которые активно могли бы что-то предпринять. Ладья а7 и ладья e6. Логичный, простой ход. Грозит сейчас у нас ферзь бьет f8 с выигрышем качества. Наверное, не только это грозит, может быть, еще что-то грозит. Последовало ферзь c7, вторая ладья подключилась. И вот в этой позиции найдите, как Евгений Васюков завершил борьбу. Можете поставить видео на паузу и найти комбинацию. Вот здесь последовала жертва ладьи и ладья e6. Вот такой отвлекающий удар. Отвлекаем ферзя, чтобы мат поставить. Ну и здесь Ульман сдался. Попробуйте найти, что будет на ход ферзь c5. Вот. Здесь белые заготовили еще одно отвлечение. Это ход d4. Больше уже невозможно защищать и ферзя, и коня одновременно. И черные сдались в этой позиции. Ставьте лайк, подписывайтесь. Я буду стараться вас радовать такими красивыми партиями. И не просто эстетически интересными, но и, надеюсь, для кого-то эта партия станет, может быть, заделом к тому, чтобы играть этот дебют, староиндийскую атаку или староиндийское начало. Дебют очень интересный. И самое главное, что он не требует таких усилий и как бы памяти такой актуально следить за теорией. Это не требуется, потому что это просто расстановка в стиле староиндийской защиты за белых. Всем привет! В этом видео я